Друзья, всем привет! Подкатила обнова на iOS устройство, и теперь я смогу затестить новый режим, который разработчики нам подготовили. А я вам напомню, что в этом режиме я буду выступать в роли босса и сражаться против персонажей. Например, я буду там королем скелетов, да, и буду сражаться, например, против Тени или против Райана и так далее. Я хожу сейчас чаще всего играть Линой. Хочу, чтобы Лина стала моим основным персонажем. Я ее, в принципе, и оставлю сейчас. Ну, по большей степени, что еще вам сказать? Что буду ее прокачивать обязательно. На прошлом видосе, когда я вам показывал PvP режим, у меня был всего лишь 40 уровень. Сейчас я ее буду развивать далее и далее. Ну и, соответственно, конечно, прикуплю скин. Окей, давайте отправляться именно в испытание. Смотрите, называется оно «Поворот судьбы», стоит 5 энергии. И получить мы можем самоцветы и печенье. Печенье, в принципе, нам не особо нужно, потому что оно падает во всех главах. А вот самоцветы, так как это новая валюта, она очень и очень, ребят, нужна. Ну и давайте пробовать, посмотрим, что вообще из себя представляет этот поворот судьбы. Вау, итак, смотрите, у нас есть 3 босса на выбор. Давайте подойдем к королю скелетов, наверное, да, посмотрим, что там вообще и как. Итак, смотрите, 17 тысяч хп, 260 атаки и способности, которые мы получаем. Ну, наверное, тут самый кайф — это кровожадность, и, ну, это довольно-таки прикольно. Давайте посмотрим на других. Вот какой-то грибной демон. Прикольно. Кстати, такого босса я еще нигде не видел, возможно, он будет дальше. Что у него такого интересного? Может отталкиваться обратно от врагов. Ну, не знаю, буду пробовать, наверное, сегодня каким-то одним, далее я буду с другими пробовать. Давайте еще попробуем вот жнец. Но у жнеца прикольно, шанс уклонения повышается на 50%. Ну, классно, реально классно. Серп у него, который возвращается. Так, окей. В принципе, я думаю, что сегодня я схожу королем скелетов. Все-таки, как по мне, он самый такой интересный. ХП у него тоже довольно-таки много. Атака приблизительно хорошая, большая. Ну, вот он, наверное, самый более сбалансированный. Давайте его возьмем и им отправимся в испытание. Вы видели, как я превратился в короля скелетов? Скорость, конечно, передвижения очень медленная. Но, ребят, вообще классно, когда ты можешь себя почувствовать боссом и будешь сражаться. Сейчас давайте посмотрим, что вообще тут будет происходить. Так, я так понимаю, что вот этот вот демон, да, кнопочка, ты когда нажимаешь, у него он прыгает, как вот король скелетов прыгает, когда вы против него сражаетесь. Вау, ребят, начинают появляться герои. Смотрите, как мы валим Урасила. Вообще класс просто. Ну и есть какая-то скопка мобов, которые вас бьют. Смотрите, Форен разлетелся. Конечно, очень хорошо, что у короля скелетов есть кровожадность, потому что отжорка — это всегда очень хорошо. И вообще, наверное, кровожадность является одним из топ-2, топ-3 скилла, которого надо обязательно брать. Как в PvP режиме, так и в обычном. А вот и Хеликс расходится с 2-3 тычек, еще и убегает. Не, ну прикольно, прикольно, ребят. Вот кот появился в костюмчике. Самое плохое, наверное, что вот у короля скелета весь это надо подбегать к персонажам, а это на самом деле занимает очень много времени. Возможно, у других героев, у других, вернее, боссов, которых я буду брать, то ли жнец, то ли гриб, но я думаю, что жнец будет заходить здесь более всего, ну и, соответственно, вы быстрее всего будете проходить, потому что все-таки он стреляет, не надо подбегать, им будет в упор. Ну, вот как-то так. Ну, вот пока я играю с королем скелетом, все-таки время немножко больше занимает. Не знаю, сколько здесь уровней, ребят. Первый раз прохожу это испытание, понятия не имею. Ну, вот вижу, что скоро будет боссы. А вот боссы как бы интересно. Может, это будут какие-то, типа, мега-мега крутые персонажи, например, Лина или Райан, например, или Аквея. Вообще будет очень интересно. Ну, персонажей, ребят, убивать очень классно. Вообще, не знаю, я в восторге. Это, конечно, хохма какая-то, что разрабы запустили такую тему, что вы будете боссом и будете убивать своих же персонажей. А вот, ребят, новые, вернее, не новые, а подкатил первый драгоценный камень. И смотрите, босс — это тень в костюме. И вот смотрите, да, вы видели, как я по ней миссал? Вот этот ее скилл, когда она в форме тени, я по ней миссаю. Но тоже надо двигаться постоянно, она очень медленно стреляет, и я вижу, в принципе, когда проходит копье ее, то есть вот как-то так. В целом интересно. То есть я не могу сказать, что это задание будет топовое, но оно явно будет именно для хохмы такое, для постебаться. Интересно на самом деле. Давайте еще великана возьмем. Конечно, еще и больше король скелетов стал, класс. Что по рулетке, ребят? По рулетке на самом деле
очень много золота. Вы видите, до 9К можно получить с прокрута. Ну, довольно-таки тоже годно. Итак, я буду дальше, ребят, валить мобов, а вы, пожалуйста, подпишитесь на канал. У нас все больше и больше. Это очень-очень мотивирует снимать больше для вас роликов. А также, ребят, покажите, пожалуйста, свою активность. Поставьте большое количество пальцев вверх. Ну, реально, это очень и очень мотивирует. Я буду вам благодарен, вам это ничего не стоит, это секунда дела, кликнули и все. И в скором времени уже будет еще одна часть с PvP режимом, я также буду играть пока что Линой пару, может серии буду, да, выпускать Линой, а потом, ребят, обязательно возьму какого-то нового персонажа, наверное, один из топ-3 для PvP режима и сыграю третьим персонажем. И потом как бы сделаю какой-то вывод все-таки, кем лучше всего ходить. А вот еще, смотрите, очень важно, если вы, когда играете королем скелетом, вам выпадают либо крутящиеся мечи, либо сферы, либо мечи, которые летят, да, обязательно их берите, потому что все-таки, когда вы играете королем скелетом, вам надо подбегать в упор к мобам. А если у вас есть что-то, что дамажит на расстоянии, это еще лучше. Так, еще один босс, ребят, на этот раз Сильван. Причем, смотрите, у него есть вращающиеся сферы. Он убегает от меня. Класс, я не знаю, это так смешно, когда от тебя убегает персонаж, да, а ты боссом догоняешь. Короче, все наоборот, абсолютно, как мы с вами и привыкли. Окей, мы добиваем второго босса, это, ребят, 7-й уровень, да, если я не ошибаюсь, или 8-й, давайте сейчас посмотрим, 7-й мы переходим. И я так думаю, что здесь, ну, где-то 11-12 уровней будет. И по волнам всего по 2 моба или по 2 персонажа, иногда даже по одному, 8 волн, это не так много. Ну, в общем, забавно. Честно, вот давайте вывод такой сделаю. Это очень довольно-таки интересно, но если бы здесь еще больше были награды, а не вот пока что за все вот это время, то, что я играю, выпал один драгоценный камень, да, чуть-чуть насыпало печенье. По золоту, в принципе, ребят, довольно-таки хорошо. Сейчас уже 30К у меня есть, и я думаю, что где-то до 40 тысяч я дотяну. Посмотрим, что будет по факту дальше. Сейчас у нас разошелся сначала Рола, а потом разошелся Таранис. Ну, классно, смотрите, еще и Хеликс. Блин, вообще, я в восторге. Разрабы большие молодцы, что придумали вот такую вот тему интересную. Теперь можно и, ну, в удовольствие какое-то поиграть, не только фармить, попробовать себя в роли босса. А еще, знаете, что было бы прикольно, если бы мы могли, вот был бы какой-то скилл появился в дальнейшем, перевоплощение в босса во время прохождения главы, и мы брали бы дополнительные какие-то навыки именно от босса, вот как короля скелетов он прыгает. Так, еще один драгоценный камень, ребят, это рубин, окей, то есть 2 драгоценных камня за 5 энергии, ну, в целом нормально, а вот тут 2 босса и Сильван, причем, смотрите, Сильван великан, не знаю, смогу ли я с ними справиться. Я сразу активировал вот этот прикол, то, что он прыгает. Плюс он поджигает под собой землю. Я имею в виду короля скелетов. Ну, пока, в принципе, иду более или менее нормально. Ну, 5000 хп. 3. Не знаю, ребят, если вот сейчас хил произойдет у меня от Жорка, да, отлично пошло и окей. Все, супер. Я выношу этих 2 боссов, отлично. Итак, ребят, по факту, что мы имеем по факту? 43 тысячи золота, практически 44К, 2 драгоценных камня, 35 печенье. Ну, не знаю, на самом деле можно играть, нужно, да, вот один раз играешь по-любому, я так понимаю, что это испытание будет каждый день, так что обязательно играйте. А вот, ребят, вторую попытку за 100 кристаллов я вам бы не советовал покупать. Вы лучше за эти 100 кристаллов купите 20 энергии, которые стоят 60, и с легкостью набьете тех же самых 2 самоцвета, плюс еще вам упадут какие-то шмотки, да, и больше количество золота 100% вам тоже упадет. По факту прикольно. Мне понравилось, играть я буду обязательно. Вам, в принципе, советы, ребят, дал, где лучше и что лучше, и стоит ли покупать вторую попытку. А так обязательно реализовывайте ее, это весело, поиграйте за каждого из боссов, выберите для себя самого лучшего, напишите об этом в комментариях, возможно, наши мнения с вами совпадут. А так вам всем спасибо за просмотр и до скорых встреч. Пока-пока.